Так, нихао любителям Китая и китайских супер-нанотехнологий. Сегодня у нас на ремонтообзоре Ambition Ninja Pro, которую прислал мне подписчик. Суть проблемы-то в чем? Человек купил машинку, она поработала 2 дня, затрещала. Он снял китайцам видос, они ему прислали новый моторный отсек, который, в принципе, работал с таким же успехом, как и предыдущий. Вот. Решили поступить так, что он пришлет мне тачку на обзор, да, и я, собственно, вам покажу, как устроен этот чудо-китайский аппарат. На самом деле, я когда смотрел на картинку на Алиэкспрессе, мне казалось, что тачка меньше. То есть, ну, визуально она кажется меньше, типа, что вот как укороченная версия. По длине, в принципе, да, круто. Но толщина все равно остается вот этой вот толстой булавой. Не камильфо. Так, смотрим. Короче, в чем была причина? То есть я когда смотрел видос, плюс-минус понимал, о чем речь. То есть вот он, да? 6,7, она так трещит. В любом положении, как то ни крути. Если смотреть в шахту толкателя, да, то видим, что, ну, толкатель как бы не двигается. Что, в принципе, как бы нам говорит о том, либо сломался механизм, либо он изначально такой, рассчитанный на работу сугубо только с картриджем. Точнее, ну, то есть включение машинки только с картриджем, да. Это делают для минимизации габаритов, то есть вот раз машинка короткая, значит где-то что-то урезали. Ну вот, мы вставляем картридж, ну, хотя, в принципе, да, треск особо и не уходит. Она трещит все равно. Короче, это не работа. Так, ну, давайте смотреть. Трещотка тут, кстати, такая достаточно мощная. Ну, классическая на подшипниках. Бывает, кстати, так, что один из подшипников не пружинит. То есть вот этот чуть-чуть пружинит. Ну, они такие достаточно тугие. Смазки, как всегда. Такое чувство, что сидит тетя Зина с банкой солидола и наваливает туда просто ложкой. Так, батарея у нас здесь скручивается. Ее мы посмотрим потом отдельно. Хотя я больше уверен, что ничего там сверхъестественного нет. Потому что китайцы вообще, они уже остановились в своем развитии, делают одно и то же, просто в разных интерпретациях. И на самом деле делать обзоры на вот этот китайский ширпотреб уже неинтересно по той причине, что ты когда вскрываешь все вот это вот говно, то уже плюс-минус понимаешь, что внутри. То есть вот тут, судя по этой части, я больше чем уверен, что мотор 2610 лежит, потому что другого тут не дано. Винтики такие маленькие. Вообще, судить вот о качестве, китайцы что-то не стремятся к каким-то модернизациям. То есть, смотрите, на кой черт делать настолько толстую стенку? Предусмотрели даже вон дырочку, точнее пазик, чтобы выковырять плату. О, да, ну, как я и говорил, 2610 мотор, который его крутится как вообще огонь. И болтается. Ну, это, наверное, собственно, одна из причин, да, почему все это дело трещит. О, спасибо, что не заклеили. Ну, понятно. Пьяный подшипник. Здесь какая-то имитация механизма типа Шайен, да, что вот есть толкатель, который ходит, кстати, как-то не шибко удачно. Здесь какой-то
отросток. Ну, вообще, механизм изначально заточен под работу только с картриджем. То есть без картриджа эту машинку включать не резон, будет все это трещать. Но мне интересно, допустим, если пространство должно быть теоретически. Давайте скинем вот эту крышку. Благо, все на винтах, все для людей, чтобы оно все разбиралось. Смазки, конечно, не жалеют. Там, где надо, там, где не надо. Так. Угу. Угу. Ну я понял, да. То есть сам вот этот толкатель по факту... двигается, вот, да. То есть, ну, так, типа две направляющие. Ну, места для пружины, конечно же, тут нет. То есть я думал, что может быть сюда что-то поставить. Но, судя по всему, нет. Дурацкая система. Ну, как сказать, дурацкая. Вроде как я вот ее держу. Сделана она достаточно качественно. То есть люфтов как таковых нет. И да, спасибо, что не использовали литье пластика, как это любят делать ребята из Dragon Havk. То есть тут фрезеровка, и материал достаточно твердый, то есть похож, может, даже на какой-нибудь полиацеталь. Так, опять все руки в говне. Так. Вообще решение проблемы тут, как я понял, банальное. Все из-за того, что болтался вот мотор, да? Он болтается. Болтается, потому что есть вот эта вот упорная шайба, которая, видите, она крутится. То есть я ее сейчас, вот, допустим, закручу, и все. То есть мотор сидит мертво. Проблема, как я понимаю, в этом. Ну, даже можно сейчас проверить. То есть подкрутим еще сильнее. И, в принципе, можно собрать машинку и проверить, допустим, дало ли это результат. Так, все скрутили. Теперь скручиваем это все дело обратно. Так, это закрутили. Держак. И батарея. Сейчас я ее включу сразу с картриджем, чтобы наверняка. Ну, вот да, как я и говорил, с картриджем она работает нормально. То есть звук, как видите, в принципе, все окей. Убираем картридж. Ну и в принципе без картриджа она тихо звучит. Судя по всему, что просто сам пин толкателя проваливается вниз, и пьяный подшипник не достает до него. То есть вот она работает сейчас. Да, видите? Вот цокот появился, потому что слайд чуть опустился вниз, и
пьяный подшипник, его диск начинает бить. По нему я сейчас переверну. И все, и цоканья нет. Он опустился вниз. И все нормально. Другой картридж. Ну вот. С другим картриджем, в принципе, все огонь. Ну, как, и с тем тоже нормально было. Она работает нормально, звук нормальный. Вот. Поэтому проблема по факту оказалась в том, что плохо зафиксирован мотор, который болтался. То есть вот это тут вот слышно во втором отсеке. То есть слышите, да, он внутри болтается там. А здесь прикольно то, что есть джамп-старт. Но он дикий просто. Прям, не знаю, не стоило делать такой высокий. И по длительности он какой-то прям надо было делать интервал поменьше, потому что, ну, что-то как-то совсем. Ей аж плохо становится. Это если что, у нас тут максимум. О, да. Собственно, спрашивается, вот на кой черт делать такие скорости? То есть, если машина не вывозит 12 вольт, зачем вы делаете эти 12 вольт? То есть, я даже сейчас делаю вылет поменьше, допустим, да? Совсем вот. И увеличиваю. Все. То есть она сходит с ума. Почему это нельзя вот ограничить, там, найти, скажем так, общий знаменатель и остановиться на на какой-то скорости? Нет, надо делать максимально возможное напряжение. 12 вольт, такое чувство, что это прям постулат какой-то. А если никто не работает на этом напряжении, если не вывозит машина, зачем оно все это? Тупо. Китайцы в этом плане, конечно, халтурщики еще те. Я снимаю перед ними шляпу, конечно, да, что они тут плодят все эти беспроводные технологии просто как грибы после дождя. Уже мы видели тут все возможные просто вариации, все возможных аккумуляторов, пенов. Они выходят уже новые чуть ли не каждую неделю. Но по факту это, скажем так, есть одна, там, две, три заготовки, которые варьируются просто в разных корпусах. Развития никакого нет абсолютно. Все это лепится, ну, по факту, вот, допустим, здесь, ну да, механизм, я скажу так, что не предполагал, что он будет таким. То есть, в принципе, нормально. То есть, тот пьяный подшипник, да, это классика, но там они вот чуть-чуть, конечно, систему переиграли. Не что-то банальное. Ну, как бы сам принцип передачи движения, он уже используется, но, говорю, реализация самого механизма я такой еще не встречал. То есть, в принципе, интересно. Но, опять-таки, говорю, за счет того, что габариты маленькие, пришлось урезать с пружиной. Хотя, ну, с этим можно как бы поиграться, допустим, да, заколхозить туда пружину, но, по сути, в этом нет смысла. Возможно, на высоких скоростях это как-то поможет, дополнительная нагрузка, то есть не будет вот этого вот резонанса, когда мембрана картриджа не справляется. А с другой стороны, это даст вам лишнюю нагрузку на мотор, то есть более высокое потребление тока и более быстрый разряд аккумулятора за счет этого. Так. Хотел бы я, да, ну, все-таки вскроем аккумулятор, поскольку тут есть винты, то грех не посмотреть, да, что там внутри. Я просто постоянно... Во-первых, он легкий какой-то, подозрительно. Для сравнения, вот Аккум FK. Китайцы не стремятся к
к минимизации размеров. То есть, по факту, вот здесь можно было стенки сделать гораздо тоньше. Аккумулятор, сейчас посмотрим, что там внутри. О, да. В лучших традициях Китая. Китайский спермоклей. Ну вот, я понимаю, что вы все накачиваете на Китай, поскольку это типа работает, это дешево, это доступно. Но по факту, я уже не раз повторял это в комментариях, что покупаете вы все эти китайские тачки банально от того, что мы очень весело живем. Вот. Поэтому приходится покупать вот такое. Все сделано на соплях, абы как. Внутри вон еще, кстати, куча места. То есть вот тут вот пустая стенка. Где-то сантиметр добрый пустоты. Вот. Можно было впихнуть банку. Допустим, не такой же ширины, а чуть уже. Не сделали. То есть даже высота этих банок недостаточная. То есть, опять-таки, говорю, сэкономили на аккумуляторах. Ну, можно же было поставить получше. Вот, допустим, смотрите. Аккум, это часть аккума деколабовская. На 1200. То есть я по факту, но сюда он уже не влазит. Хотя, может быть, если избавиться от этого клея, его можно было бы сюда еще впихнуть. Но по высоте он подходит отлично. Вот прям идеально встал бы. Ну, не сделали. Короче, вот вся вот эта китайская халтура мне не нравится. Я не знаю, почему вы так восхваляете весь этот китайский ширпотреб. Не стоит удивляться тому, что он работает. А по факту все это работает. Вопрос в том, как долго. Вот купил человек, и ему приходится, как это говорится в народе, доработай, пожалуйста, чувак, напильником. Я уже не говорю там про отсутствие, опять-таки, всяких там защит в электронике вот здесь, там каких-то конденсаторов для подавления пульсаций, криво спроектированной, точнее, криво написанной прошивки, то есть вот с этим джампстартом. Но это отстой. Это отстой, и они почему-то не пытаются что-то изменить. Во всяком случае, вот тоже интересные ребята мне писали деколаб в инсту. Типа, подскажи, что нам исправить. Я сначала такой удивился, думаю, о, пишут, прям молодцы. Я им там, ну, как бы подсказал, мне это несложно, что изменить. Хуяк, все, пропали. То есть, сначала там, типа, тебе обещают выслать какую-нибудь тачку на обзор. Ну, окей, говорю, высылайте. Ну и все, и пропали. Потом писал XNet. Тоже, видимо, посмотрели обзор. Но я так понимаю, что китайцы смотрели обзоры до момента, когда им их кто-то перевел на понятный им язык. Потом все желание сотрудничать со мной, наверное, у них пропало. Правильно, потому что никому не хочется, чтобы их барахлишко разбирали и показывали весь этот не столь удобный китайскому глазу внутренний мир. Ну вот, собственно, я не думаю, что здесь стоит делать какие-то модернизации. Я просто сейчас это все дело переберу, пересмажу, вычищу лишнюю смазку. Резьбы. Вот тут важный момент. Резьбы, которые... вот эта шайба, которая поджимает мотор, ее надо, конечно же, посадить на локтайт, не сильной фиксации, чтобы можно было потом все это дело обратно раскрутить. Но от вибрации это все не раскрутится. Во всяком случае, у них есть конструктивный просчет, то есть вот эта вот часть, она не должна была позволять откручиваться вот этой шайбе, то есть за счет высоты резьбы.
но вы, чуваки, немножко прошляпились и сделали коротковатый. Поэтому, поскольку вы не используете резьбовой гермет, от вибрации вот эта шайба открутилась, и получилась вот эта вот болтанка с мотором. Если я вот сейчас попытаюсь ее закрутить обратно, он все равно болтается. Вот, поэтому вот такой у вас конструктивный просчет. Сейчас будем все это дело исправлять и отправлять человеку обратно. Во всяком случае, ничего тут сложного по ремонту нет, поскольку все это раскручивается руками, и вы сами в силах все это дело зажать, поджать, подклеить, там как хотите. На этом все. Всем спасибо и всем пока.